Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. 15 февраля 2013 года астероид диаметром около 18 метров и массой порядка 11 тысяч тонн, по расчетам НАСА, вошел в атмосферу Земли на скорости около 18,6 км в секунду. Судя по продолжительности атмосферного полета, вход в атмосферу произошел под очень острым углом, спустя примерно 32,5 секунды. После этого небесное тело разрушилось. Разрушение представляло собой серию событий, сопровождающихся распространением ударных волн. Общее количество высвободившейся энергии, по оценкам опять-таки НАСА, составило около 440 килотонн в тротиловом эквиваленте. Данный астероид наблюдали жители города Челябинск, Россия. До сих пор ходит много слухов вокруг данного явления, и многие слухи связывают данный метеорит с проявлением внеземной цивилизации. Наши специалисты провели много времени, изучая добытые секретные материалы, и сейчас мы готовы поделиться ими с вами и рассказать, что же на самом деле произошло зимой 2013 года в России. Как всегда, в целях безопасности источника все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Александр гнал свои старые добрые «Жигули» по центральному проспекту Челябинска. Как обычно, опаздывал на работу. Начальник снова развяжется, как бешеная свинья. Что ему до семейных проблем и дрязг простого работяги? Голова болела от постоянного недосыпа. В прошлую ночь просто и нагло позвонили. «Санек, здорово, это прораб. Бетон принимать нужно, людей нет. Давай пули на работу». Поехал, куда деваться. Нужно было кормить жену и 3 детишек. За ночные сверхурочные надеялся получить отгул, но нет. Опять все так же обычное. Людей не хватает, давай, Санек. И денег-то в итоге хватало только на прокорм, иногда купить вещи себе и детям. Ну и так, на редкий пузырек после работы. Мужчина решил включить радио, немного развеять дурные мысли, нагнетаемые головной болью. Прокрутил колесико старой магнитолы, и из эфира сразу же прокричало. Пришлось убавить звук. Респектабельный голос ведущего вещал. Итак, сегодня у нас 15 февраля 2013 года, и мы рады приветствовать наших слушателей на волне нашей радиостанции. Через 20 минут мы перейдем к новостному блоку. Радиоэфир заглушился помехами, что-то скрипело статическим электричеством и индукцией. Слова ведущего прерывались и коверкались. Александр достал сигарету, покрутил в пальцах, удерживая руль одной рукой. Впереди на светофоре образовалась пробка, непруха с самого утра. Впрочем, на работу уже опоздал, так что получасом больше, получасом меньше, да плевать. Внезапно по небу над высотками центрального района небо расчертила вспышка, стремительно несущаяся по наклонной к поверхности земли. Ого! А это еще что такое? Самолет, что ли, горит? Александр прищурился, вспышка слепила, на самолет совсем не похоже. Ну что тогда это, мать ваша, такое? Вдруг у витрины бутика в 20 метрах слева, в здание вдоль тротуара, вылетела витрина. Взорвалась на 1000 осколков. Вывеска рухнула на тротуар, чуть не ударив молодую женщину с ребенком. Александр прошибла испарина. Блин, страшная догадка поразила его. Это ракета. Ракета, точно ракета! Город подвергся атаке. Он выбежал из машины и побежал к тротуару, где женщина тщетно пыталась поднять на руки ребенка. Все-таки вывеска ударила мальчишку по плечу. Буквально через час новостные каналы по всей Российской Федерации пестрили заголовками и разражались эфирами, догадками и мыслями. Какой-то почтенный пожилой мужчина с умным лицом, одетый в светлый пиджак, рассуждал на пространные темы. Мы не можем исследовать весь космос, и космические тела в частности, из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, и так называемого пояса Койпера, позиционирующегося за орбитой Нептуна, могут посещать нашу планету. Это очередное и уже подтвержденное падение космического болида. На другом канале, кстати, на РЕН-ТВ, голосом Прокопенко рассказывалось о том, что это была злонамеренная и целенаправленная атака нашей планеты некими плазмоидными силами, разумной враждебной цивилизацией. На других каналах истерили о Божьем суде, грядущем апокалипсисе и прочей лабуде с вариациями на тему метеоритов. Но на всех каналах регулярным был тезис о том, что Челябинский метеорит связан с Тунгусским метеоритом, а также с падением громадного астероида, похоронивших динозавров.
Александр лежал на диване и смотрел это все воочию. Дети копались в игрушках на ковре, а жена жарила картошку на кухне. Все-таки ему удалось добраться до работы, переговорить с начальником, да и день прошел, как обычно, за исключением происшествия с падением метеорита. Жена вышла из кухни. «Любимый, ты чай будешь?» «Да, сделай, пожалуйста. Слышала, какую дурь по телевизору гонят? Типа нас сегодня инопланетяне атаковали. Один придурок с умной мордой сказал, что атака была отбита силами ПВО». Женщина провела рукой по голове, пригладила волосы. «Да? А может быть и правда?» «Ну не знаю, я видел же. Просто вспышка в небе, будто горит что-то и несется к земле. У меня вон регистратор все записал». «Да ты что? Так может позвонить им, на Челябинские новости. Пусть покажут, что ты там наснимал». Мужчина присел на диване. «Слушай, а мне твои идеи-то нравятся». Через час после инцидента состоялось заседание штаба Государственной обороны чрезвычайных сил по Челябинской области. На совещании присутствовал подполковник Федеральной службы безопасности. Он молчал и слушал доводы и доклады сотрудников смежных ведомств. Это определенно был метеорит. Все признаки. Параметры выясняются, но уже сейчас можно сказать, что метеорит имел размеры не менее 15-20 метров в поперечнике. Вероятно, масса по интенсивности горения может насчитывать от 10 до 12 тысяч тонн. Кто-то из присутствующих присвистнул. Если бы метеорит взорвался не в атмосфере, рассыпавшись на мелкие фрагменты, то нам бы сейчас не пришлось собираться. Уникальность инцидента состоит в том, что метеорит рассыпался. По сути, мы имеем дело с множественными фрагментами, рухнувшими на Челябинск, ряд сел и городов в области. Один из мужчин, 40-летний, бородатый, в очках, одетый в черный свитер, постучал ручкой по столу. «Можно я скажу? Астрономическими обсерваториями, кроме того, акустическими станциями зафиксирован мощный взрыв в верхних слоях атмосферы. Речь идет о 200 килотоннах». Подполковник ФСБ смотрел на мужчину, делающего доклад. «Если быть точным, то какие могли быть последствия?» Мужчина в свитере задумался, почесал подбородок. Если наши расчеты верны, то взрыв превзошел мощность бомбардировки Нагасаки в 10 раз. Там, если я не ошибаюсь, подорвали 21 килотонну в тротиловом эквиваленте. Так что 10 Нагасаки взорвались сегодня в атмосфере. Подполковник молчал. Слово взял третий мужчина преклонного возраста, почти что старик. Он откашлялся. В настоящее время астрономические службы в Российской Федерации не могут отслеживать космос в режиме реального времени с обширной площадью покрытия звездного атласа. Ряд обсерваторий закрыт. Все было-то, в общем-то, ясно. Подполковник встал и обратился к командиру МЧС, председательствующему в штабе. «Подготовьте доклад для Москвы. Сколько вам нужно времени? На первичные сведения хватит несколько часов? Ну тогда приступайте». Из доклада по Челябинскому инциденту с дополнениями подполковника ФСБ. Траектория метеорита неизвестна, но ввиду того, что он прошел через орбиты планет-гигантов, таких как Юпитер, Сатурн и Уран, кроме того, не взаимодействовал с гравитационными ловушками Юпитера и Луны на земной орбите, можно сделать вывод о том, что кинетическая энергия метеорита была направлена именно к точке приложения на пересечении орбиты с Землей. Вероятная причина – мощный взрыв в космическом пространстве. Сам метеорит мог являться относительно некрупным фрагментом планетоида, разрушившегося за пределами Солнечной системы. Наши мощности в исследовании космоса в значительной мере ограничены после 1991 года по объективным причинам. Что касается исследований верхних и субверхних слоев атмосферы, то мы также не смогли выявить причину разрушения метеорита. Вероятная причина – взрыв ввиду внутренней активности в кавернах космического тела. Удивительно, но копию этого доклада держал в руках уполномоченный космического агентства при правительстве США. И вот также обязали подготовить расширенный доклад по инциденту, произошедшему на Урале в Российской Федерации. Он снова пробежал доклад русских спецслужб, усмехнулся. Верным был только единственный факт. Метеорит действительно попал в Солнечную систему из-за пределов Солнечной системы и был направлен намеренно. Все остальное для русских было в тумане. Их научные мощности, приостановленные в 1991 году после распада СССР, только-только начали оправляться. Их президент начал брать под контроль промышленность и науку. Но им требовалось в среднем еще 10-15 лет, чтобы преодолеть разрыв в исследовательских возможностях. В кабинете стоял и выжидательно молчал подчиненный. Уполномоченный посмотрел на него. «Чего они хотят?» Клерк подошел к столу.
Они запросили через медсведения, просят о сотрудничестве в оценке их рисках и исследовании инцидента. Уполномоченный усмехнулся. Мы предоставим 2 доклада. Один для нашего правительства, второй через МИД отправим правительству Российской Федерации. Ясно? Да, вполне. Челябинск. Такое странное название, где-то вообще? Подчиненный несколько раз по слогам произнес название города. На Урале в России, сердце российской промышленности. А название не страннее, чем наш Хьюстон или, скажем, Феникс. Я не силен в топонимах и гидронимах русских. Хотя я немного учил русский язык, но из всей программы вынес только одно. Клерк услужливо улыбнулся. И что же вы вынесли? То, что Настя — это русское женское имя, а не Настя — это плохая погода. Уполномоченный рассмеялся, но клерк не понял шутки. Тем не менее, понимающий улыбнулся и закивал головой. Уполномоченный перестал смеяться и стал серьезным. Подготовьте дополнительный доклад. Необходимо засекретить и усилить режим безопасности радиотелескопа на мысе Канаверал. Сколько длился сеанс радиосигнала? Клерк раскрыл папку, которую держал в руках, пробежался глазами. Сигнал транслировался на коротких и длинных волнах. Зафиксирован нашим радиотелескопом длительностью сеанса 1 секунд. После зафиксирован взрыв в атмосфере. Мы свободны. Займитесь докладом и предоставьте соображения о повышении режима секретности радиотелескопа. Доклад по поводу инцидента в России. Правительство США. В настоящее время в космическом пространстве за орбитой Плутона обнаружено 3 космических тела, излучающих в синем спектре. Размеры варьируются от 2 до 3 километров в поперечнике. Ни одно из тел не движется к поверхности Земли или в пересечении земной орбиты. Природа тел изучается, но синий спектр излучения свидетельствует о металлизированной оболочке. Что касается так называемого Челябинского метеорита, то по совокупности полученных данных и проведенных исследований могу доложить следующее. Земля имеет внешнюю ионизированную оболочку, подкачиваемую плазменной энергией Солнца. Совокупная мощность превосходит одномоментную мощность всех атомных электростанций, снимаемую за 1 секунду рабочего режима. Оболочка имеет ряд свойств, часть из которых остается неизвестной. Но уже сейчас мы можем сделать вывод. Оболочка наведена на планету около 1,5 миллиона лет для орбитальной защиты. Возможно воздействие внеземной цивилизации, посещаемой или присутствующей на Земле. Кроме того, достоверно и точно известно, что метеорит был комплексной частью возможного контакта с космической цивилизацией. Метеорит испускал радиосигнал, уловленный и интерпретированный специалистами Техкома, служащими на радиотелескопе. Далее представляет текст сигнала. Человечество неразумно, человечество обречено, грядет. Сообщение получено не полностью из-за столкновения метеорита радиомаяка с атмосферой ионизированной оболочки Земли. Сейчас мы уже можем открыто утверждать о прямом назначении болида, как радиомаяка. Нужен комплекс мер и решений, направленных на сохранение человечества. Вопрос остается открытым. Через несколько часов президент США читал доклад и не мог поверить прочитанному. Нужно было что-то решать быстро и безапелляционно. Он нажал на кнопку коммутатора, дождался ответа. «Дайте прямую связь с Москвой. Немедленно». Контакт с Москвой был обеспечен через 12 минут. «Владимир, мир стоит на грани чего-то неизвестного. Мы предоставим все данные и рассекретим информацию по Челябинскому метеориту». «Что? Как? Тебе все известно, но откуда?» На том конце президент России снисходительно улыбался и пробегал взглядом по листку секретного доклада внешней службы разведки. Может быть, наука и отставала, зато спецслужбы, как всегда, оставались на высоте. Если вы думаете, что это не доказательство существования инопланетян, то вы правы. Доказательств намного больше, и на нашем канале мы раскроем все тайны и доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.